Слава Украине! Привет всем от Полонского, ребята. Ну, только что рашисты нанесли очередной удар по Сумам, по пригороду Сум. Опять по жилым домам, опять по абсолютно по гражданским объектам, опять баллистической ракетой. Там 3 человека погибли, из них там ребенок 6-летний, 20-летняя девушка и мужчина лет 40 приблизительно. Ну, короче говоря, все гражданские, понятное дело. Это и так ясно. Да, тут вот с кем приходится иметь дело. И, ну, на самом деле они думают, что, понимаете, самое смешное, что вот у них в головах, и самое страшное, что у них в головах, что мы когда-то будем братьями, мы помиримся, мы все это самое. Да ни хрена мы не будем братьями лет, не то что братьями, а даже в приличных отношениях. За хорошее я не говорю. Лет 40-50 не будем, потому что, знаете, вот я только что на телеге поставил видео. А, Там девочка лет 5, услышав раскаты грома, не знаю в каком это украинском городе, не суть важно, без разницы, просто бросилась на утек к маме, потому что она думала, что это по ней ракеты летят. Вот и все. Вот пока эта девочка не вырастет, не состарится, не помрет лет через 112, с дружбой будет сложно. Потому что российские ракеты у нее в подкорке головного мозга будут. Это так, россияне, вам, чтобы вы в курсе были, ну, чтобы вы со своей дружбой, как говорится, не лезли, потому что, ну, не получается, да, не получается. Вот. Ну, что там у них сейчас с нашими дронами, пока точной информации у меня нет. Закрывалась у них по очереди Внуково, Шереметьево, вот эти все Жуковские, все эти авиапомойки закрывались время от времени. По ударам я вам просто сейчас не могу сказать, но опять-таки почувствуйте разницу. Эти сволочи ударили опять по жилым кварталам, опять убили гражданских. Вот. Ну, а наши, естественно, бьют по военным объектам, по законным военным целям. К этому мы уже привыкли. Ну и пару слов про Румынию, потому что там все-таки у всех на слуху. Там интересно. Я уже, в принципе, рассказывал, что во втором туре президентских выборов полная непонятка, потому что сколько набрал вот этот Симеоне, крайне правый, голосов, там чуть меньше 41%, ровно столько же голосов и у Дана, у примара Бухареста, который стоит на демократических позициях. Вот. И, собственно говоря, победа, то есть у них одинаково приблизительно получится. Потому что те, кто голосовали за Антонеску за 3-е место и за Дана, они в жизни не проголосуют за Симеона, как эти не проголосуют за Дана. То есть там вот такая ситуация. Все зависит от того, как будут голосовать те, кто не пришли на выборы, и те, кто голосовали за тех кандидатов, которые набрали меньшее количество голосов. Вот. И все склоняются к тому, что у Дана в этой ситуации шансов побольше. Но я к чему говорю, это интересный момент. Только что в Румынский конституционный суд поступила жалоба с требованием аннулировать первый тур выборов президента. Я могу вам сказать только слово «ого». Ну, демократия должна, конечно, быть с кулаками, должна уметь себя защищать. Чем это все, я не знаю, закончится. Чем оно закончится. Опять-таки, я не знаю, чем там аргументируют эту жалобу. Ну, очень интересная ситуация. Будем ее отслеживать. Никаких других комментариев по этому поводу дать не могу. Вот. Ну и, конечно же, знаете, если что-то не впорит Трамп, ну вот он когда просыпается, там сходит облегчить желудок и, ой, извините, кишечник, конечно же, вот, почистит зубы и, значит, сделает макияж и выйдет на публику, и его начинает нести. Ну, просто, знаете, думаешь, ну, вот каждый день все-таки так думаешь, ну, блин, взялся человек, возьмется человек за голову, перестанет пороть, ну, перестанет проводить стендап-шоу вместо того, чтобы быть президентом. Нет, стендап продолжается, и глупости из него просто изрыгаются в нечеловеческих количествах. Сегодня он опять наехал на Канаду. Новоизбранный премьер Канады Марк Карни приехал в Вашингтон. Вот. И перед самой встречей с Карни Трамп опять дает интервью, опять Канада 51-й штат, опять вот эта вся чухня. Знаете, что он еще его и оскорбил? Он сказал, значит, ну не он, всю Канаду оскорбил, значит,
Они не производят ничего, что нам нужно. Нам не нужны машины, которые они производят. Ну, при этих словах, конечно, американские мотокорпорации, эти автомобильные корпорации схватились за голову, потому что это все их заводы там в Канаде находятся. Ну, это жуть. Вообще неописуемая жуть, то, что он мелит своим языком. Нам не нужны их автомобили, нам не нужно их дерево, нам не нужна их нефть, нам вообще ничего от них не нужно. Вот, ну, чушь, это просто невозможно описать уровень идиотизма. Вот, и потом начинается встреча с Карни, но надо было сказать, что Карни, помня, как сидел Зеленский на этом же самом месте, одел пиджак с галстуком, вот, ну, чтобы к нему хотя бы не пристебались из-за этого, а стебались уже только из-за 51-го штата. Ну, и там опять Трамп же сидит рядом, и Трампа понесло, знаете, и даже тут не надо было... Тут даже не надо было слушать, что Трамп несет, потому что он ну, ничего умного никогда не скажет. Вот, это априори понятно. Есть такое понятие, как body language. Это язык тела, да? Вот. И надо было просто, знаете, не надо было смотреть даже на Трампа, и слушать не надо было Трампа. Надо было просто смотреть на Карни. И я вот действительно, я вот просмотрел несколько видео, я не смотрел на Трампа. Я все время смотрел за Карни, я без звука это крутил. Я даже не знаю, о чем говорил Трамп. Я смотрел на лицо Карни. Знаете, большего... Это не то, что негативные эмоции. Это, знаете, это какое-то полное недоумение со стороны Карни. И изумление какое-то вот происходящим, да, вот если вы посмотрите эти видео, я сейчас их размещу внизу в описании к данному ролику, вы тоже можете посмотреть, там особенно есть интересное, когда, посмотрите все, интересно, вот да, вот он сидит, единственное, что он не сделал, он вот так вот не схватился за голову, вот, но все остальное он, в общем-то, эмоции пытался сдержать, но у него не получилось. Да, то есть то, что там наговорил Трамп, ну понятно, что это все чушь. Да, и говорит, Канада нам не нужна, и это для нас несерьезный партнер. Ну как несерьезный партнер, если это ваш самый крупный торговый партнер? Ну, несерьезный, говорит, да, партнер, да. И это в лицо Карни он говорит. То есть, и опять Карни говорит, Канада not for sale, да, Канада не продается. А Трамп говорит, ну это вы сегодня говорите, а завтра мы посмотрим, все будет по-другому. Понимаешь, ну так нельзя, так нельзя. Это, вы же поймите правильно, вот этот наезд на Канаду, ведь он происходит в тот момент, когда в отношении путинской Рашки и в отношении Северной Кореи и летят цемки-бомки. Вот цемки-бомки и все. Ни слова. Вы слышали от него хоть слово, хоть полслова в сторону Путина? А, да, Влад, остановись. Как Янукович говорил, помните? Остановитесь, аскаловиста, да? Вот единственное, он сказал, Влад, остановись. Все. Все. А на голову канадского премьера вылил ведро помоев. То есть опять вот эта вот постановка вопроса с агентом Красновым, ну опять вот только уже думаешь, забываешь за агента Краснова, шлеп, начинаешь вспоминать, потому что, ну блин, это просто невозможно слушать. Это невозможно слушать. Да, ну и по международным делам он тоже там наворотил хренотени всякой. Говорит, хуситы капитулировали, говорит, хуситы, все, сказали, что, значит, обстреливать никого больше не будут, но он, правда, сказал не никого, а корабли в Красном море. Вот, а я себе говорю, стоп, что за... и да, американским кораблям военным дан приказ не прекратить удары по Йемену. Окей. Вот, хотя сегодня Израиль там разбомбил аэропорт, от аэропорта и от самолетов нифига не осталось. Ну, йеменцам это все до лампочки. Это такое. На ишаках будут ездить, им все равно. Они никогда в жизни не видели, поэтому там такое. На это, рассчитывать, что это их подвергнет, знаете, в ужас. Но это как американцы, когда они с Афганистаном воевали. Там нечего бомбить. С Йеменом такая же немножко проблема. Нет, там нечего бомбить, там вот эти... Нет, там есть красивые вот эти вот глиняные небоскребы, построенные еще несколько веков назад. И это действительно, это культурная ценность всего мира, это действительно очень красиво. Это очень жаль, если эти умники решат это разбомбить. Вот. А что касается промышленности и так далее, то реально бомбить нечего. Да, но дело даже не в этом. Значит, слова опять-таки Трампа. Хуситы капитулировали, все, значит, мы победили, бла-бла-бла, ко-ко-ко.
А я себе говорю, стоп, что значит вы победили? А Израиль вы не забыли, ну, при этом, при всем вот в этой своей победной такой эвтаназии, эйфории, эвтаназии, да? Или эйфории? Ну, вам виднее. Да, значит, вот этой своей победной эйфории вы, наверное, про Израиль забыли. Авиакомпания Дельта отменила все рейсы в аэропорт Бен-Гурион. Это под Тель-Авивом аэропорт. Ну, это единственный аэропорт, который принимает там международные рейсы, ну, большие. Да, до 19 мая. Это так они победили, а так хуситы, значит, капитулировали. Ну, вы все поняли, да? Вот и я ж приблизительно за это. То есть, опять ляпает языком, ляпает языком абсолютно, что попало. Да, тем паче, что представитель хуситов уже опроверг слова Трампа. Не успел Трамп это сказать, как представитель хуситов, значит, как представитель хуситов это все уже, значит, опроверг. Да, ЕС рассматривает возможность введения пошлин на американские товары на сумму более чем 100 миллиардов евро, если торговые переговоры США провалятся, заявляет Bloomberg. Ну, так оно и будет. Кстати, Штаты говорят, что они, трамписты точнее, говорят, что они договорились с Индией, что Индия снимет все пошлины с американских товаров для поступления на индийские рынки. Знаете, тут я даже склонен верить. Почему? Потому что в Америке, как вам сказать, а что они туда будут продавать? Дело в том, что в Индии можно продать только очень сверхдешевые товары или там очень дешевые товары какие-то. Вот. Что же касается товаров, произведенных в США, ну они, во-первых, это все есть в Индии. Вот. Ну, кроме там машин, механизмов каких-то особо сложных. Вот. Это да. А так, в принципе, индийская промышленность производит все то же самое, может, еще и в больших количествах. Да, и не худшего качества, и намного дешевле. Поэтому, в принципе, индусам, может быть, для того, чтобы Трамп снял торговые пошлины с них, соответственно, можно спокойно открывать, снимать пошлины с США, потому что ну, их экономике это уж точно не угрожает. Вот. Единственное, что там может быть, что касается газа и так далее, ну, короче говоря, может быть. Тут я склонен верить Трампу, хотя обычно, значит, я ему не верю. Да, и тут вот еще один момент. Это результат усилий Трампа. Я вот всегда говорю трампистам такую простую вещь. Смотрите, когда ты проводишь, знаете, такое хорошее украинское слово, далекоглядно. Да, далекоглядно. Когда ты смотришь вдаль и проводишь политику такую длительную, да, когда ты просчитываешь очень многие факторы, да, на год, на 2 вперед, да, на 5 лет вперед, допустим, хотя это уже много. Вот, ты делаешь определенные расчеты и, значит, знаешь, что через полгода будет то-то, 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 потом то-то, потом то-то. А когда ты, вот, как делает Трамп с той же Канадой, ввел санкции, вывел санкции, ввел санкции, вывел санкции. В отношении Мексики ввел, уже вывел, опять ввел, опять вывел. Дания ввел, вывел, ввел. И так со всем миром, да? То есть шарахание туда и сюда происходит. То трампистам ожидать того, что с американским бюджетом станет лучше, а станет только хуже. И что наполнятся полки магазинов дешевым товаром никогда в жизни. Вот. И все становится, собственно говоря, только хуже. И так вот пишут, я пользуюсь только американскими, как говорится, аккаунтами, смотрю, что они пишут, значит, и вот пишут следующую вещь. Срочно торговый баланс США упал до минус 140,5 миллиардов долларов, что стало самым худшим месяцем в истории Соединенных Штатов Америки. Вот и все. Вот так вот. Вот вам результаты вот этих все. Ввел, вывел, потом 51-й штат, Гренландия наш. Ну, вот это все, оно, видите, сейчас и приводит к таким печальным последствиям. А все это вместе приводит к ослаблению Соединенных Штатов Америки. На них никто не понимает. Понимаете, в чем проблема Трампа? Никто не знает, как себя с ним вести. Вообще, как вести с такой Америкой. Себя с такой Америкой. Но ты сегодня с ними о чем-то договорился, а завтра дедушка встал, он вообще все забыл, что ты с ним говорил, да, у него в голове это все перевернулось, и он говорит, что уже совершенно другие какие-то вещи, а ты с ним вчера за что-то другое договорил. Ну, блин, как? То есть 7 пятниц на неделю у чувака, ну это невозможно, да? Вот. Ну ладно, бог с ним, это их проблемы. И последнее, это сегодня пришла новость о том, ну, по-моему, это не очень правдивая новость, что помните вот этот момент, когда полностью остановили военную помощь Украине, и
и обмен разведданными, то сейчас Трамп, это дело не я, это Пентагон. Что это, мол, было решение Хексета, а не Трампа. А Трамп о нем узнал постфактум и только через неделю, значит, отменил, он не был согласен с таким решением. Оно его поставило в тупик, это тяжелое решение. Да чушь собачья, ребята. Во-первых, подобные вещи одним только министром, тем паче таким популизмом, как Хексет, не было бы принято. Вот я просто не верю в это. Вот. А во-вторых, ну, допустим, даже вот Хексет такое проявил самоуправство и принял такое вот решение, да? Это политическое решение, это не военное. Допустим, что он это принял, это решение. Трамп утром просыпается, как говорится, сходил в туалет, почистил зубы, встал, опаньки, вот такое известие. Что бы он сделал? Ну, будь он с ним не согласен. Он бы его нахрен отменил. Он пошлину против Канады 43 раза уже отменял. Он бы его отменил сразу же. Он ничего не отменил. Они просто мстили Зеленскому. Вот, собственно, и все. Вот и все. Вот, поэтому говорить там о том, что это все, да, мол, Хексет сделал. Да, сейчас Трамп пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Вот. А, в общем-то, игра у него действительно сейчас, ну, не важнецкая, а буквально со всеми странами.